Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика и инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Страховщики Северного потока не хотят выплачивать 574 миллиона оператору Nord Stream AG по его пересмотренному заявлению. Lloyds и Arch доказывают связь взрывов на северных потоках с СВО, утверждая, что это случай не страховой. Александр, пожалуйста, поясните, как у нас СВО может идти в водах Норвегии или кого там, и что будет в случае получения этой страховой выплаты? Северные потоки что, восстанавливать будут? Компанию страховщика можно понять. Деньги огромные. Вы страхуете не для того, чтобы выплачивать в случае чего сумму, а чтобы никогда ничего не выплачивать и получать платежи раз за разом. И вот чтобы все было хорошо. Вы с огромным удовольствием страхуете именно тех, кого страховать в принципе не надо, ну как вам кажется. С кем ничего не может случиться. Это идеальный вообще ваш клиент. Тот, с кем ничего не может случиться, но который всего боится. Вы тогда составляете огромный договор, а ваш клиент выплачивает огромную сумму, которую еще каждый год можно пересматривать в ту или другую сторону. А с ним ничего не происходит. У вас денежки копятся, у него денежки сокращаются. Красота. Вот для чего вы работаете. А тут произошло немыслимое. То, чего в принципе никто не мог предположить, ну, на полном серьезе. Что на территории Европейского Союза, по сути, будет взорван один из крупнейших, нет, не один из крупнейших, крупнейший газопровод, точнее полтора крупнейших газопровода. Я напоминаю, что из 4 ниток по 2 Северный поток и Северный поток-2 на данный момент взорваны 3. Вот никто не мог предположить на полном серьезе, что подобное произойдет, и все сделают чик-чирик, мы в домике. То есть компания-страховщик в данном случае считала, что она вот, ну что-то может произойти, ну какая-нибудь, ну авария небольшая, ну порыв там, ну быстренько все залатают, и там даже если какой-то газочек в атмосферу попадет, он в воду попадет, а оттуда в атмосферу, то не страшно, ладно, выплатим мы им там пару десятков миллионов, тем более, что за это время мы заработаем больше. Вы же не просто так контракт подписываете. Вы смотрите все результаты аудитов, вы проверяете, насколько технически грамотно реализован этот проект. Вы проверяете все, чтобы убедиться, с этим проектом никогда ничего не случится. Денежки нам платят, а выплачивать их не надо. Поэтому компания до последнего будет, тут речь-то идет более чем о полумиллиарде долларов. Это огромная величина. Компания до последнего будет идти в несознанку. Она будет до последнего искать пути, которые, ну, позволят сказать, нет, мы вам ничего не должны. Даже если будет это звучать максимально абсурдно. И тут опять возвращаемся в начало. На чем основывается данная компания, когда говорит о том, что нет, это не страховой случай, потому что это же понятно, результат боевых действий. Еще раз, каких боевых действий? То есть это теракт. То, что где-то идут боевые действия, и это может быть связано с этими боевыми действиями. Я сейчас раскрою эту мысль чуть позже, ну, пока общее размышление. А, это может быть связано с этими боевыми действиями, но вы не являетесь стороной конфликта. Вы не объявляли никому войну. Вы не разрывали дипломатических отношений, ну, в смысле, страна, в которой вы сидите. Да, отношения очень напряженные, но вы тут при чем? Вы, компания, которая обеспечивает, точнее, должна выплатить деньги по этому вот случаю, вы тут при чем? Ни при чем. И с точки зрения международного права произошедшее, даже если это связано с боевыми действиями, это акт международного терроризма. Более того, если это на полном серьезе связано с какими-то боевыми действиями, то ситуация для вас становится еще хуже. Поясню.
становится она хуже, потому что те, кого вы поддерживаете, получается, взяли и взорвали одну из крупнейших и важнейших газотранспортных артерий в мире и крупнейшую у вас в Европе. Это как? То есть вы фактически сами говорите, да, это акт международного терроризма, он связан с вот этим вот тем, где мы там поддерживаем одну из сторон, ну так мягонько, знаете, мягонько и как бы поддерживаем, но как бы официально, но как бы неофициально. То есть никому ничего мы, ну, отношения не разрываем, войну не объявляем, как бы поддерживаем. И они у вас на заднем дворе гадят. Притом так мощно гадят, что этот задний двор сносит к чертовой матери. А вы такие, ну да, ну вот связано, ну да, не страховой случай. Здесь еще раз, компанию понять можно. Она выплачивать деньги не хочет. Никакая страховая компания не хочет выплачивать деньги ни по одному страховому случаю. Она будет дотошно разбираться во всем произошедшем, чтобы в конце концов вам сказать: ха-ха-ха, мы тебе ничего не должны. Вот потому, что надо было мелким шрифтом написанное вот там-то читать, а это вот как раз вот такой случай, который там описан. Потому что этот бизнес создается не для того, чтобы деньги выплачивать, а для того, чтобы их зарабатывать. А теперь давайте поясним про ну, скажем так, про произошедшее с точки зрения, ну, энергетической безопасности, что ли. То есть результатов расследования до сих пор нет. Просто нет. Часть стран, которые в этом всем должны были участвовать, ну, в расследовании, просто отнеслись к расследованию как к горячей картошке из известной детской игры. То есть перекинули, и все. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть они занимались не тем, чтобы определить, кто там виноват, кто за всем этим стоит. Они это сделали просто для того, что... Но они работали только над тем, чтобы придумать благовидный предлог для того, чтобы не заниматься этим расследованием. Потому что, по моему глубокому убеждению, все прекрасно понимают, кто за этим стоит, почему опасно для вас лично заниматься серьезно этим расследованием. Потому что украинская сторона, да не смешно. Российская сторона сама взорвала, да вообще вдвойне не смешно. Все прекрасно все понимают. Именно поэтому пытаются спихнуть это дело на каких-нибудь дурачков. В качестве конечных дурачков здесь выступают, я никого не хочу обидеть, но это вот, знаете, о взаимоотношениях скорее в Европейском Союзе, а не о конкретных качествах у персоналей на немцев. То есть в качестве конечных дурачков выступают немцы, которым не на кого спихнуть, и которые вынуждены будут что-то более-менее внятное сказать. Наверное, может быть, потом. Хотя, я уверен, они ищут любой предлог для того, чтобы этим не заниматься. Заметьте, как замечательно поступили центральные европейские власти, представляющие тот самый Евросоюз, об энергетической безопасности которого они так пеклись, они так волновались, что кто-то может оставить Европу без газа. Вот кто-то оставил Европу без газа. И как? Как вы себя повели? Вы сказали, что это не ваше дело, и этим должны заниматься национальные органы в тех странах, в странах, в территориальных водах которых или в исключительной экономической зоне которых проходят эти газопроводы Северный поток и Северный поток-2. То есть Брюссель, который больше всех бил себя пяткой в грудь и серии «Да-да, энергобезопасность! Ох, мы за нее! Мы за нее любую трубу взорвем!» Вот, оказывается, надо спихнуть моментально. И все, это уже не акт терроризма, это какая-то диверсия. Ну, какие-то непонятные люди что-то такое совершили. Занимайтесь вы, там, шведы, датчане и немцы. Датчане говорят: а, вы знаете, мы посмотрели, а это вообще не в нашей юрисдикции. Этим должны заниматься немцы. И все так на немцев: а? А немцам дальше некуда перекидывать. То есть все наши уважаемые скандинавы перекинули немцам, немцы сказали: мама родная, а мы что, крайние? Да, вы крайние. Как ни посмотри, вы в этой истории крайние. А теперь про информационную повестку пару слов. Легко иронизировать над чудесными вбросами о том, как какие-то украинские диверсанты, подплыв на надувном плоту и двери,
нырнули на глубину 8, от 8 до 20 метров, заложили там заряды. Как-то довезли эти заряды. Как-то. Без чьей-либо помощи. Ну, в принципе, да, на маленьком плоту легко это было сделать. Вот. Надувные лодки, плоты, двери перевернутые, все сгодится, подплыли, заложили, взорвали. Вот это подается как основная версия сейчас. Мы можем сколько угодно иронизировать над тем, что вот такие вбросы происходят, что это украинская сторона сделала, да. О, мы их ищем, мы их ищем. Мы заметили, что вот такой-то исполнитель, он покинул территорию Германии буквально за сутки, как мы собирались его схватить. Можно иронизировать. Но другое дело, что на эту чушь начинают ссылаться страховые компании, которые говорят, уважаемые люди, говорят, что вот такая-то версия, и косвенным образом эту версию подтверждают. В каком смысле косвенным образом подтверждают? Ну, если есть некий подозреваемый с подконтрольной Киеву территории, который как бы участвовал в происходящем, в этом теракте, не теракте, саботаже. И потом немецкие органы говорят, да-да, мы знаем такого, мы его почти схватили, выскользнул, как мыло из рук и куда-то вот улетел. То фактически они подтверждают, что да, такой персонаж был, к нему были какие-то вопросы, были какие-то претензии, человек скрылся, значит, его ищут. Ну, значит, получается, правда, это связано косвенным образом вот с этой вот всей историей. Поэтому можно на нее сослаться и сказать, да, ребят, это вот связано с боевыми действиями, а это не страховой случай. Но у меня по этому поводу другой вопрос, который, по сути-то, уже был задан, но мы опять к нему невольно возвращаемся. То есть вы у себя там настаиваете для решения чисто коммерческого вопроса по невыплате денег компании Nord Stream AG, ну, в связи с наступлением страхового случая, который вы отказываетесь признавать страховым случаем, вы фактически говорите, что ваши союзники, которым вы денежку отправляете, которым вы боеприпасы отсылаете, технику отсылаете, ну, не вы персонально, понятно, что страховая компания никому ничего не отправляет, но вот ваши государства, кому отправляют все вот это, эта страна провела акт международного терроризма в ваших водах, и вас все устраивает. Да, вы извините, но из такой версии выходит еще более интересная ситуация, что либо власти Германии, либо либо европейские власти, ну, то есть там Еврокомиссии и прочие, и хотели, чтобы взорвались северные потоки. Получается так, что ли? Иначе почему, если вы считаете, что эта версия с украинскими диверсантами, ну, иначе как связать это вот с ситуацией в зоне СВО? Как? Никак. Ну, так вот, если вы считаете это основной рабочей версией, и вас там ничего не смущает, то вы нормальные вообще? Вы там у себя вообще нормальные? У вас все хорошо? Ну, видимо, да. Раз ничего в этой версии не смущает. И страховая компания как-то на это все ссылается. И опять же, никого ничего не смущает, никто не одергивает эту страховую компанию, не говорит, вы что несете? Вы кого сейчас обвиняете? Погодите, так не надо. Нет, именно так и надо. Но еще раз, страховую компанию можно понять. Она очень не хочет выплачивать денежки. И она будет любую чушь говорить, чтобы денежки не выплатить. Потому что $500 миллиарда, это, знаете ли, $500 миллиарда. А на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты желающих поддержать регулярные выходы нашей программы в эфир. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.